В последние годы археология преподнесла миру несколько значимых открытий, которые значительно расширили наше понимание о древней истории Индии и ее взаимодействии с остальным миром. Одним из самых захватывающих и значимых событий стало открытие в районе пастбищ Барамани в индийском округе Солапур крупнейшего каменного лабиринта с 15 концентрическими кругами. Это открытие не только привлекло внимание археологов, но и предоставило ценные данные о древних торговых путях и культурных обменах, связывающих Индию с Римской империей около 2000 лет назад. Археолог Сачин Патил из Деканского колледжа в Пуне, который возглавил исследовательскую группу, подтвердил важность находки, сообщив о ней в СМИ и заявив, что лабиринт мог служить ориентирами для римских купцов, путешествовавших по территории Индии. Лабиринт, обнаруженный на пастбищах Барамани, представляет собой классическое сооружение с 15 кругами, что делает его крупнейшим известным каменным лабиринтом такого типа в Индии. Размеры лабиринта составляют около 50 на 50 футов, примерно 15 на 15 метров, и он занимает значительное пространство. Это открытие вызвало огромный интерес в археологическом сообществе, так как до этого времени самым крупным лабиринтом в Индии был лабиринт с 11 кольцами, найденный в другом регионе страны. Открытие в Борамне привлекло внимание международных ученых и будет подробно описано в журнале Каэрдроя, британском издании, специализирующемся на лабиринтах, в следующем году. Что делает это открытие еще более интересным, так это особенность конструкции лабиринта. Он состоит из 15 концентрических кругов, выполненных из небольших каменных блоков. Между кольцами лабиринта имеется слой почвы толщиной несколько сантиметров, что свидетельствует о том, что это сооружение сохраняло свою целостность на протяжении более чем 2000 лет. Спираль в центре лабиринта, которая является характерной для индийских лабиринтов и носит название чакравьюха, придает сооружению уникальность и ценность для археологов и историков. Эта находка является частью более широкого исследования, которое посвящено изучению древних торговых путей, связывавших Индию с Римской империей. Сачин Патил и его коллеги уверены, что лабиринт, скорее всего, использовался как навигационный ориентир для римских купцов, путешествовавших по западному побережью Махараштры и дальше, вглубь Индии. Эти купцы, согласно археологам, обменивали различные товары – золото, вино, драгоценные камни – на специи, шелк и индиго, которые были высоко ценимы в Римской империи. Кроме того, находка в Барамани дает новые данные о роли Индии как ключевого участника торговой сети, связывающей Восток и Запад. Подобные лабиринты, как считают исследователи, могли служить важными ориентирами для путешественников и торговцев, проходивших через индийский субконтинент, что подтверждает исторические данные о развитии торговли между Индией и Римом в I-III веках нашей эры. Лабиринты, подобные найденному в Барамани, играли важную роль в навигации по торговым маршрутам. Находка в Солапуре стала крупнейшей среди обнаруженных на территории Индии, но это не единственное открытие, подтверждающее важность лабиринтов для древней торговли. Подобные сооружения с 11 и более кольцами были найдены в других частях Индии – в Сангли, Сатара и Колхапуре. Все эти районы расположены вдоль торговых путей империи сатаваханов, которая в I-II веках нашей эры управляла западной частью Индии, включая территорию современного Махараштра. Лабиринты служили не только как ориентиры для торговцев, но и играли символическую роль в различных культурах. В многих древних цивилизациях лабиринты ассоциировались с плодородием и использовались в ритуалах и медитативных практиках. Это добавляет еще один слой к пониманию функций лабиринтов в древних индийских культурах, предполагая, что они могли иметь как практическую, так и духовную значимость.
Открытие лабиринта в Барамане также проливает свет на связи между Индией и Римской империей. Согласно историческим данным, в I-III веках нашей эры между Индией и Римом существовала активная торговля. Индия экспортировала специи, шелк, индиго и другие товары, в обмен на которые римские купцы ввозили в Индию золото, вино, драгоценности и другие товары роскоши. Подобные связи подтверждаются и археологическими находками, такими как статуя греко-римского бога Посейдона, найденная в 1945 году в Брахмапуре, а также отполированное бронзовое зеркало, которое, возможно, было привезено из Римской империи. Сам факт существования лабиринтов, использовавшихся для навигации вдоль торговых путей, также указывает на то, что Индия была не только активным участником торговых обменов, но и играла важную роль в распространении культурных и материальных ценностей между Востоком и Западом. Это открытие подчеркивает важность Индии как связующего звена в глобальной торговле древности и подтверждает, что лабиринты могли быть частью более широкого культурного контекста, в котором пересекались интересы различных цивилизаций. Интересно, что впервые об этом лабиринте сообщили представители неправительственной организации Nature Conservation Circle, которые занимаются наблюдениями за популяциями диких животных, таких как большая индийская дрофа и индийский волк, в заповеднике сафари в степях Барамани. Именно они заметили необычное сооружение во время своих исследований и передали информацию археологу Сачину Патилу. Прибыв на место, археологи убедились, что находка действительно имеет большое значение, и начали детальное исследование. Процесс исследования лабиринта был сложным и многоступенчатым. Ученые использовали различные методы, включая георадар для выявления структуры и глубины лабиринта, а также анализа его возрастных характеристик. Камни, использованные для его строительства, были тщательно изучены, чтобы установить их происхождение и способ обработки. Результаты анализа почвы между кольцами показали, что структура лабиринта сохранилась в своем первозданном виде, что также подтверждает его возраст. Лабиринты, подобные найденному в Барамане, имеют не только историческое и археологическое, но и культурное значение. В Индии лабиринты часто ассоциируются с концепцией чакравьюхи, мифологической структуры, которая встречается в индийской культуре и религиозных текстах. Это название часто используется для описания сложных лабиринтов, встречающихся в индуистской и буддийской символике. Чакравьюха символизирует путь к духовному просветлению и использовался в качестве метафоры для описания сложных жизненных путей, которые человек должен пройти, чтобы достичь своей цели. Кроме того, лабиринты в индийской культуре часто ассоциируются с ритуалами, посвященными плодородию и земледелию. Это добавляет еще один слой значения к лабиринту в Барамане, предполагая, что он мог служить не только как ориентир для торговцев, но и как символ плодородия и процветания для местных жителей. Открытие крупнейшего каменного лабиринта в Барамане является важным шагом в археологических исследованиях, который предоставляет уникальные данные о Древней Индии и ее роли в мировой торговле и культуре. Это открытие подтверждает существование активных торговых путей, связывающих Индию с Римской империей, и расширяет наши знания о том, как различные цивилизации взаимодействовали и обменивались товарами и культурными достижениями. Кроме того, находка в Барамане дает ученым новые возможности для изучения роли лабиринтов в древних обществах, их символического значения и использования в ритуальных и навигационных целях. Этот лабиринт, вероятно, служил важным ориентиром для древних торговцев, но также мог иметь глубокое культурное и духовное значение для тех, кто использовал его в своей повседневной жизни.
Таким образом, это открытие не только проливает свет на древнюю торговлю, но и расширяет наши горизонты в понимании культурных и символических аспектов Древней Индии, позволяя нам более глубоко осмыслить связь между различными цивилизациями и роль, которую играли такие уникальные сооружения, как лабиринты, в их развитии.